Пояснение к ситуации на планете. Господь Сурия, 25 декабря 2012 года. Я есмь Сурия, вновь пришедший к вам этим днем. Я пришел издалека, из дальних просторов Вселенной, и потребовалось определенное время, чтобы адаптироваться и настроиться на вибрации планеты Земля. Со времени моего последнего послания многое на планете изменилось, и я должен с удовлетворением констатировать тот факт, что произошли неминуемые изменения к лучшему. Для многих из вас эти мои слова кажутся по меньшей мере странными, потому что вы не чувствуете, что вокруг вас стало легче. Напротив, кажется, что сумерки продолжают сгущаться, и ситуация усугубляется. Вам кажется, что нет выхода, и вы недоумеваете, почему вознесенные сонмы ликуют. Я должен вам заявить, что ваше понимание ситуации и наше понимание ситуации отличаются друг от друга. Вы воспринимаете мир с помощью своего жизненного опыта и своих органов восприятия действительности. И для вас кажется, что ситуация нагнетается и все ухудшается. С нашей точки зрения, все напротив становится лучше. Весь вопрос в разнице вибраций. Тогда, когда вибрации физического плана повышаются, вы можете воспринимать это как ухудшение. Вы можете чувствовать различные недомогания физические и тягостные состояния вашего сознания, одолевающие вас негативные мысли и чувства. Возлюбленные, это естественно. Всегда, когда человечество переходило на другой уровень сознания, сначала казалось, что все вокруг становится хуже, потому что ваши вибрации не соответствуют тому новому уровню, который сейчас приходит на планету. Именно поэтому вы чувствуете, что все становится хуже. В то же время, с нашей точки зрения, наконец-то нам удалось добиться необратимых изменений и устойчивых темпов повышения вибрационного фона планеты Земля. Теперь вопрос времени. Как быстро человечество сможет освободиться от своих застарелых болячек и стереотипов поведения? Те индивидуумы, которые внутри себя
ориентированы на высшую реальность, которые всем своим существом восприняли наше учение и с трепетом ожидают каждое новое послание из нашего мира, для них ощущение тягостности окружающего мира очень скоро сменится ощущением легкости и подъема. Их чувствительные натуры просто улавливают вибрации окружающего пространства, и эти вибрации так не соответствуют их собственным вибрациям, что вынуждают их чувствовать различные виды недомоганий и душевной тоски. Это скорее сострадание миру и принятие на себя части бремени мировой кармы, чем ваше собственное негативное состояние сознания. Другие индивидуумы, которые, к сожалению, составляют большую часть человечества Земли, по-прежнему ориентированы на старые ценности, и их сознание пока не готово к принятию Бога. Именно поэтому эти люди чувствуют себя не в своей тарелке и стараются с помощью испытанных приемов вновь занизить свои вибрации и попасть на естественный для них вибрационный уровень. Но это уже становится невозможным, так как вибрационный фон планеты ушел вверх. Вы не можете не следовать вместе с кораблем, на котором вы находитесь. Вы плывете в будущее на корабле, который называется планета Земля. И как бы вы не были возмущены новым курсом, которым направляется ваша планета, вам придется смириться с ним. Потому что этот курс начертан для человечества Земли волей Творца этой Вселенной. Если же вы не желаете следовать этим курсам, то у вас остается один выход – прыгнуть за борт и остаться за бортом истории человечества. Пополнить свалку неудавшихся цивилизаций прошлого. Конечно, каждому будет отведено еще какое-то время космической возможности. Очень бережно космические существа будут работать с вашей душой и пытаться дать вам необходимые наставления и обучение. Однако, если некоторые из вас все же предпочтут следовать своим курсам, то через определенное время мы оставим вас в покое и позволим закону кармы закончить свою работу по восстановлению космической законности. Космическое милосердие бесконечно, но не безгранично. Мы можем сделать для ваших душ даже невозможное. Но только в том случае, если вы следуете закону этой Вселенной. Если же вы упорно продолжаете идти своим курсом, то вам придется расстаться с надеждой на нашу помощь и поддержку.
ни один эрг космической энергии мы не будем больше тратить на поддержание того, что добровольно подчинило себя силам смерти и ада. Поэтому так неприглядно и неуютно смотрится планета сейчас. Потому что в переходное время, когда свет еще больше перемешался с тьмой, очень трудно жить. И поэтому мы приходим и даем свои пояснения к ситуации на планете. Если вы знаете о том, что происходит, то вы можете действовать с большей определенностью и пониманием. Мы вооружаем вас знанием о происходящих процессах. И эти знания, и наша рука помощи, протянутая сквозь миры, окажут неоценимую помощь душам тех людей, кто созвучен эволюции. Если же вы отдергиваете свою руку, не желаете взяться за протянутую вам руку помощи, то мы будем пытаться еще и еще приходить и давать наше учение до тех пор, пока окно божественной возможности не закроется. Когда это произойдет, я вам не скажу. Но вы должны постоянно осознавать, что божественная возможность может прекратиться в любую минуту. И использовать каждое мгновение вашего пребывания на земле во благо вашей душе. Я очень надеюсь на то, что мое сегодняшнее послание послужит для вас верным ориентиром в продолжающем бушевать море жизни на планете Земля. И мы вместе сможем пережить это переходное время и дождаться тех радостных времен, когда стихнут все бури и шторма, и ласковое солнце покажется из-за туч. Я хочу, чтобы вы постоянно держали внутри себя только положительный настрой. Не позволяйте ничему, что будет происходить в вашем мире, вывести вас из состояния равновесия и внутреннего покоя. Таким образом, вы окажете неоценимую помощь не только своей душе, но и многим эволюциям планеты Земля. Я есмь Сурия.